Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 мая. Таро расклад события будущего. Чего ждать? Давайте с вами узнаем, что скоро случится или произойдет, или, возможно, какая-то информация для вас откроется и пазл какой-то сложится. Так тоже в жизни бывает. Но, конечно, останемся реалистами. Я всегда к этому призываю. По крайней мере, на моем канале любой прогноз или расклад, он не несет в себе цель предсказывать события. Все же Таро – это метафора. Это инструмент для самопознания или для самоосознания тех глубоких процессов, которые формируют какую-то проблему или отношение к жизни. И мы должны найти ее решение, прожить ее с помощью, может быть, этой метафоры Таро, эмоционально ее, для того, чтобы снять как и напряжение, так и рассмотреть разные варианты. Мы с вами предполагаем, размышляем и допускаем наличие альтернативных вариантов событий. Итак, что же случится, что произойдет, чего ждать от этой декады? И у нас будут 4 карты. Как раз карты Ленорман хорошо обрисовывают события, событийный ряд. Чего ждать, события ближайшего будущего для вашего знака зодиака, мои дорогие львы. Дополним картами Таро, и первая карта будет называться «Что скоро откроется, что ведет к переменам». Возможные неожиданности, то, чего вы не ожидаете, с чем это будет связано. Что вам нужно услышать, что нужно принять во внимание. Самое главное – это добрые события или в чем ваша сила. Вот в чем вы в эту декаду наиболее сильны, что у вас лучше получается. Ну, может быть, что и само идет в руки, так ведь тоже бывает. И посмотрим по основным сферам жизни. Это первая карта – сфера ваших достижений, работа, профессиональная деятельность, документы, у кого-то учеба, финансовая история, энергия денежная, как она будет в эту декаду, и любовь, и личная жизнь. Так что же у вас случится, чего ждать? Ну вот смотрите, карта змея. Тут не расслабишься. По змее, с одной стороны, все ведь неоднозначно, правда? Сейчас у нас с вами год змеи. Змея – это как символ мудрости. Она наблюдает, змея, анализирует и только потом действует. Нет поспешности. Но есть и другие, конечно, значения, не самые положительные, когда мы должны быть все же настороже. И вот эту колоду Ленорман прорисовал Чиро Маркетти, и он вложил такой смысл, что будь осторожен. Поэтому, мои дорогие, и это ведь окружение. Может быть, вот такие не все искренние люди, или как минимум один человек, когда вы можете поторопиться, или вы можете что-то не учесть, а вас слушают внимательно или за вами наблюдают. Вы вообще люди видные. Поэтому лев всегда в центре внимания. На вас равняются. Вы заметны. И это, конечно, здорово, но рядом с этой заметностью идет еще такое значение, как зависть, увы. Думаю, многим из вас это знакомо в плане именно контактов с людьми, которые вам могут завидовать или подражать вам могут. Здесь действительно какая-то персона за вами наблюдает. Поэтому в эти 10 дней будьте очень внимательны к самим себе, к тому, что вы говорите или на что вы соглашаетесь. Хотя, кстати, это третье уже можно значение, их много. Иногда карта змея символизирует страстную любовь. Давайте посмотрим следующее значение. Но, тем не менее, у кого-то, правда, может проиграться как личная жизнь, контакты с человеком, с которым хочется быть рядом. Или иногда по змее может проиграться такой момент, когда вы, ну, словно хотите что-то осуществить. Вот именно рядом с этой картой. Ведь звезда – это выбор правильного направления, причем дистанция далекая, лет на 10-20. И вы можете, знаете, себе поставить какую-то цель, и будет желание идти на пролом. Но вот здесь нам как раз тогда вот эти две карты будут давать совет: будь особо внимателен, потому что нет, тут не все
как-то однозначно в эту декаду. На карту звезда выпадает ваша популярность. И все то, что я сказала по змее, как бы удваивает эта карта в плане, что как за вами наблюдают, вами восхищаются, не без этого. Растет, может быть, и ваша профессиональная как популярность, как эксперт вы, да, и правда вы люди грамотные, и поэтому, да еще и люди видные, импозантные, поэтому кому-то это может не нравиться, а кто-то может и искренне восхищаться. Мы живем среди людей, но все же еще по аркану звезда это такое, знаете, значение, когда вы с чем-то можете на этой декаде определяться, что для вас будет означать какой-то приоритет, опять же, на далекий период жизни. По этому аркану мы все же расстояние тоже проигрывается не только по времени, да, когда мы говорим по срокам, но еще и километраж. Возможно, много поездок, переездов. Или вы будете планировать куда-то поездку. Или по звезде вам могут что-то предложить в плане вашей работы, как повышение в должности, или какая-то оказия у вас может быть в эту декаду, которую обязательно нужно использовать. И, кстати, вам могут что-то предложить, а кому-то отказать. И вот тогда человек словно затаился. Самое интересное, мои дорогие львы, вы этих змей можете не видеть. Поэтому берегите себя. У вас на кону ваша популярность. Ваш, ну, какой-то триумф буквально к вам может идти. Все же мы все разные, и для кого-то проиграется как сфера достижений. Что-то у вас получается, но не все люди искренне. Узнаем третью карту. Перемены, добрые перемены практически стремятся в вашу жизнь. Они у вас уже на пороге, спешат. И это могут быть как работа с информацией. Может быть, вы сами, ваша деятельность, она связана с тем, что много общения с людьми, большой объем информации, большой поток людей и много общения. Но здесь все же я вижу у вас две карты, которые говорят о расстоянии. Поэтому не за горами какие-то могут быть поездки или важные согласования, или также переезды куда-то далеко. Но все же в этой колоде здесь перемены в вашей жизни, причем очень добрые перемены. Или по этой карте может еще проиграться, когда исполняется какое-то ваше желание, мои дорогие. И тогда, конечно, ну не все люди оценивают вас, знаете, вот с искренней стороны. Поэтому берегите себя. В очередной раз говорю, вот каждый раз, получается, каждую карту мы открываем новую и оборачиваемся к первой. Что же еще? Для вас будет очень важно согласование, может быть, каких-то вопросов. Или поступать по закону, по какому-то регламенту. Если вы работаете с документами или с большим объемом документов, здесь может напоминать ваша работа какой-то беспрерывный нон-стоп. Работы будет много. Работы, знаете, самой разной, наверное. Даже, возможно, той, которой вы прежде не занимались. Но не отказывайтесь, для вас это открывает новые горизонты или новые перспективы. По аркану башня и значение в Ленорман башня – это не то, что второ. Перед вами открываются контакты на какой-то более короткой ноге, к примеру, с руководителями или руководителем руководителя, для тех, кто строит карьеру. Для кого-то из вас, у кого не стоит вопрос построения карьеры, может быть, придется в какие-то учреждения и инстанции что-либо согласовывать или разузнавать, подписывать какие-то важные бумаги. Тогда примите во внимание, все то, что вы делаете с какой-то перепроверкой и одновременно по закону, вам буквально помогает. Когда вы, к примеру, узнали, как вам нужно действовать, чтобы осуществить какое-то ваше намерение, то тогда мы уважаем власть, систему иерархии, мы не идем как бы в противодействие. И если в вашем окружении вот есть какие-то люди, которые, ну, может быть, и говорят, так бывает, мы слышим, вроде говорит правильно, но человек идет против системы. Или, по крайней мере, это вам может он как бы делиться информацией. Тогда моя подсказка, мои дорогие, от меня лично можно сказать, не поддерживайте вот эти негативные разговоры, которые в негативе своем направлены против руководителей, против начальства, против власти, против системы, потому что потом
То, что вы сказали, будет перевернуто с точкой да наоборот и передано кому-то как сплетня, как это ваши слова. Ну, надо себя беречь, ну, во всех ипостасях, наверное, в эту декаду, потому что у вас здесь что-то получается. Словно вот-вот и пора выруливать на обгон, мои дорогие львы и львицы. Что же как неожиданность? Любовь. Любовь, и вообще это где-то соответствует аркану сила. Ваша сильная позиция, недаром у нас здесь изображен и лев, прообраз нашего эго, но еще и девушка. И придется быть великим дипломатом, это правда, и вашу силу, вашу ресурсность прикладывать максимально, только в том направлении, где вы видите для себя прогресс. Не согласиться, может быть, на какую-то задвоенность ваших действий. Когда вы свою работу делаете, еще кому-то там помогаете, или к вам, а такое может быть, через лесть к вам могут прийти и говорить, ну только ты справишься, или только вот ты можешь решить какой-то сложный вопрос, или это только ты можешь говорить вот с этим сложным человеком, предположим, клиентом, а все остальные, и я вот, допустим, не могу. Здесь есть такой момент манипулирования, могут пытаться через лесть, через какие-то, может быть, даже комплименты, поэтому комплименты нам всегда приятно слышать, но не все люди, опять же, искренне, и поэтому у вас действительно очень продуктивный период. С 1 по 10 мая, мои дорогие, у вас добрый период добрых энергий, когда вы можете для себя сделать что-то очень хорошее. И, понятно, останемся реалистами, у каждого из вас сейчас свои задачи. Но действовать, видимо, самому быть вот этой змеей, одним словом, вам придется, чтобы что-то не прошляпить в виде людей, персонажей каких-то, или ненужных разговоров, или вовлечения в какие-то вопросы, или даже подписание документов. То есть постоянно где-то анализировать меру ответственности, которую вы принимаете в эти 10 дней, и быть дипломатами. Здесь вот это эго, даже если вас какой-то человек до жути раздражает, уже кажется, ну когда же ты уже прекратишь? Вот если что-то подобное рвется наружу, останьтесь дипломатом. Какую-то конфронтацию не нужно затевать, потому что вас могут на нее где-то тоже провоцировать. И неизвестно, что там человек задумал. Вот здесь в плане людей надежности нет. Общения будет много, но все люди разные. А вы, ну, по сути дела, вы сила. Поэтому на вас словно все взоры могут быть направлены. Как, кстати, и дома с вами могут держать совет. Или какие-то домашние, семейные дела. Здесь тоже или личная жизнь. Все же это старший аркан. На вас еще воздействует какая-то внешняя обстановка. Ту, которую вы-то не меняете. Вы в ней уже находитесь. И люди со своим мнением, суждением, они тоже, мы их не изменим. И вот в этом котле где-то вы варитесь, так условно говоря, извините за мой сленг, но при том, при всем, что вы-то в более сильной позиции. Вот давайте, в чем ваша сила конкретно. Ну, правда, в ваших решениях. Смотрите, туз огня. А у кого-то, я так предполагаю, туз огня иногда может и действительно страстная любовь проиграться. Или как личная жизнь, которая принимает неожиданный оборот. Может быть, и вы кому-то не верите. Но тогда не отказывайтесь. Вот вы знаете, никому не говорите ни да, ни нет. Вот есть такая... Раньше была детская игра. Да и нет, не говорите. Для вас этот период идеальный для того, чтобы никому ни да и ни нет. Знаете, как отступить лучше полшага назад, по сути дела, сохранить собственные ресурсы и силу и обдумать ваше положение, потому что по тузу огня нам говорят, в чем ваша сила, вам придется какое-то решение принимать. Возможно, вы узнаете какую-то новость, и, возможно, это будет связано не совсем с вашим решением, а как ваше решение будет вторично. Это как либо новость, может быть, информация, словно сорока на хвосте принесла. Я не исключаю, что это может быть у кого-то и с личной жизнью связано, но у кого-то будет это касаться и работы. Нам не говорят ничего конкретно, нам говорят об энергиях. Ваши достижения. Еще один туз. Выход из лабиринта. А ведь правда, тут у вас что-то такое очень интересное.
Да, вам придется принимать решение самому, исходя из того, что вы слышите, видите, как обстановка вокруг складывается, но для вас что-то проясняется, знаете, с такой точностью, как, допустим, прежде, может быть, и были словно, если не лабиринт, то какая-то путаница, или словно паутина какая-то была. Здесь вот постепенно все становится на свои места. Это, конечно, возможности к вам приходят. И как действовать, вы, скорее всего, будете продумывать. Или, может быть, вы будете продумывать, на что вам соглашаться, от чего отказаться. А по тузу воздуха мы действительно можем с чем-то однозначно определиться и отметать все то второстепенное, что нам мешает. Мешает буквально. И мы говорили с вами, будет желание у людей, ну, условно, вам добавить каких-то обязанностей или свою работу переложить. Но еще, мои дорогие, именно в этой колоде, это у нас колода добра, которую великолепный художник и психолог, таролог с большим стажем прорисовал. Ее зовут Колет Барон Рид. Так вот, по этой карте, именно в этой колоде идет судьба, рок, карма. Вот так. Поэтому какое-то судьбоносное предложение, решение – в зависимости от внешних обстоятельств, от обстановки. Для вас словно судьба, вам ангелы-хранители, мои дорогие, у вас же сила выпадает, любовь, то есть вы действительно сильны. Но здесь может быть такая ситуация, когда, и ведь это ситуация выбора одновременно, такая неоднозначная карта. С одной стороны, как у карты сила, вот я сказала, да, прорисовка идет девушка и лев. Но если мы говорим о значении этой карты, то это нам хотят сказать, что сепарация только иллюзия. То есть разделения какого-то не должно быть. Ну, может быть, не время видеть вещи цельными, а себя как бы выделить в своих желаниях, в своих намерениях и в то же время не отстаивать свою правоту, а, как я говорила, договариваться, потому что по-другому как будто это не пойдет. Нам приходится учитывать ну, взаимодействие с другими людьми. Ведь это выбор, любовь или влюбленная. Но этот выбор, он у вас еще одновременно сопряжен с вашей сильной позицией, как будто вы именно делаете этот выбор. Или за вами, мои дорогие, будет последнее слово. И это будет слово еще одновременно означать какое-то судьбоносное решение. Но я надеюсь, вы меня правильно поняли. Давайте посмотрим. Просто у вас очень много таких карт, которые делают акцент на важности этого периода. Десятка огня, эмоциональное выгорание. Ну, буквально нам мелкие какие-то бумаги горят, и девушка пытается словно ухватить каждую, но это не имеет значения, поскольку все равно все мы не поймаем, и какие-то догорят. И десятка огня нам так и говорит о вашей усталости или о какой-то многозадачности. Мы с вами об этом тоже говорили. И карта говорит, делегируй. Делегируй свои какие-то обязанности, может быть, какие-то платы. Нет, предполагает эта карта, коли она выпала вам на деньги, что вы, к примеру, кому-то деньги даете в долг. Или когда вы, ну, какие-то и неразумные траты тут тоже скорее будут исключаться, поскольку слишком много на себя берем. И этому соответствует эмоциональное выгорание. Так вот, карта дает сразу совет. Настало время распрощаться, и коль вам выпадает на деньги, поэтому пересмотреть, может быть, свой бюджет в зависимости от того, что вы услышите, или что-то более важное будет в эти 10 дней. Может быть, вот это как направление, да, по всем этим 3 картам. Или важное решение, которое вы будете принимать, оно тоже может потребовать некоторых финансовых вложений. Поэтому с деньгами, я бы сказала, будьте аккуратны, несмотря на то, что у вас сейчас сильная позиция. Но нам ведь уже говорят, если мы говорим о судьбе вообще, да, как о роке, о карме, значит, какое-то продолжение следует. Значит, для чего-то эта обстановка в эту декаду, она вам будет очень важна с учетом карты звезда на далекий период. Давайте посмотрим. Любовь и личная жизнь. Победа, мои дорогие. Шестерка огня всегда победа. У кого-то это ваши личные достижения, безусловно. Карта будет подтверждать. Любовь,
конечно, любовью, но личная жизнь– это часто вопросы карьеры или то, что мы хотим осуществить. А если ваше личное дело– творчество или пусть какая-то задумка, то это та идея, которая как наше детище. Мы не можем о ней думать только пока вот от звонка до звонка во время рабочего времени. Нет, скорее мы эти мысли несем домой и еще что-то дома в спокойной более обстановке, когда вот нет вот этих вот бумаг, да, которые, или дел, которые горят буквально, когда нужно было сделать вчера. Может быть, у кого-то, кстати, так вот косвенно проиграется, что есть какой-то вопрос, когда какой-то платеж, мои дорогие, вы должны были сделать еще вчера. И по разным причинам. Может быть, либо деньги вовремя не получили. Нам не говорят именно вот в эту декаду. Но, может быть, какая-то прежняя история у кого-то тянется. Но тогда я подытожу и скажу, что у вас получится решить этот вопрос. Но все равно к деньгам нужно быть аккуратному. По шестерке огня, так вот тут любая победа, которая касается где-то вашего творчества, ваших начинаний, вашего личного дела, может быть, бизнеса, мои дорогие львы. И у кого-то это победа и в личной жизни, может быть, с учетом туза огня. Возможно, это какая-то интересная история, которая тоже долгое время длилась, потому что по шестерке огня или по шестерке жезлов, это всегда мы к этому ушли как будто. И теперь для вас какая-то история личная, ну, может, более такой проясненной быть. И я даже не исключаю, что кто-то из вас получит предложение руки и сердца. Вполне вероятно. Или вы с кем-то будете продумывать, давай жить вместе. Давай попробуем, может быть. Вот что-то такое, как важное решение, которое перед вами одновременно еще и открывает новые дистанции какие-то на далекий период времени. И с учетом аркана звезда. Это значит, вот эта история, если вы сейчас действительно определяетесь, что или выбор партнера у кого-то тоже ведь может стоять, или что вы доверяете партнеру, и мы на долгий период времени будем вместе, то это как раз и будут как сфера ваших интересов и то, что вы будете продумывать вместе, возможно, по личной жизни, самые разные вопросы. Все то, что касается благополучия. Но также нам говорят, что, знаете, какая-то может вас посетить и безумная идея. И по этой карте эксперимент с безумной идеей у кого-то может проиграться. И поэтому у кого сейчас может быть задумка, вы даже работаете, допустим, в организации, вы не сами на себя работаете, то вот здесь вот что-то обратное, когда вы захотите заниматься или развивать какое-то личное ремесло, творчество, или могут такие мысли зародиться, а неплохо бы мне какое-то свое личное дело организовать в наше сложное время. Но так или иначе, мои дорогие, победа. Очень добрые карты у вас. Но они не сами по себе добрые, как вот можем расслабиться, и оно идет все своим чередом. Время важного выбора, важных решений, каких-то неслучайных случайностей. Но это для вас открывает какие-то новые перспективы или меняет даже вас самих. Потому что как и добрые перемены, так и на вот эта дистанция, сияете как звезда. Наверное, чтобы вы раскрыли свои таланты для того, чтобы вы были счастливы. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.